Африканским копытным приходится несладко, ведь здесь нашли пристанище многие крупные хищники. Но эти антилопы могут дать отпор даже царю зверей. Они настолько опасны, что далеко не каждый отважится встать у них на пути. Однако врагами рогатых копытных становятся не только хищники, но и палящий зной, выдержать который могут лишь самые приспособленные. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – ориксы. Обыкновенный орикс или сернобык – типичный обитатель засушливых земель Юго-Западной Африки. Взрослые особи имеют впечатляющие размеры. При длине тела около 2 метров они могут весить свыше 200 килограмм. Животные путешествуют стадами до 40 особей, причем и самцы, и самки вооружены прямыми, словно копья, рогами, длина которых может превышать целый метр. Это действительно серьезное оружие, и хищникам точно не стоит недооценивать его. Однако в Африке эти копытные все равно пользуются вниманием. Учитывая размеры и гигантские рога, ориксы становятся не лучшей мишенью для гепарда, даже с учетом его невероятной скорости. Конечно, раненая особь, чудом сбежавшая от льва, может заинтересовать охотников, но и в этом случае они не знают, как подступиться к столь опасному сопернику, и после долгих раздумий все же оставляют его в покое. Тем не менее, гепард может рассчитывать на детенышей, которые хоть и обладают врожденной прытью, не могут тягаться в забеге с самым быстрым хищником планеты. Но в отчаянной ситуации материнский инстинкт сильнее страха, и полная решимости самка бросается в наступление, чего уже хватает, чтобы обратить в бегство первого хищника. Но это лишь часть успеха. Гигантские рога могут ранить детеныша, поэтому мать с особой деликатностью освобождает жертву из ловушки. После спасения она решает преподать обидчику урок, но тот уже понял, что лучше исчезнуть с места преступления. Однако сила гепардов в командной работе. Объединяясь в коалицию, молодые братья могут выбирать цель намного крупнее себя. Обладая невероятной скоростью, вместе они компенсируют главный недостаток – отсутствие силы и массы, достаточной, чтобы повалить серьезную добычу и не дать ей встать на ноги. Похоже, что у такой банды не должно возникнуть трудностей с теленком, но несущаяся на полной скорости мать думает иначе. К тому же члены стада не остаются в стороне, поэтому у хищников нет ни малейшей надежды на продолжение атаки. У опытных львиц неплохие шансы справиться с ориксом, но молодые особи должны очень постараться, чтобы совершить успешную атаку. Добыча таких размеров станет для них настоящим подарком, поэтому охотники тщательно готовятся к нападению. Обладая присущей кошачьим скрытностью, даже у подростка получается надежно затаиться, после чего напарница осознанно выдает свое местоположение, вынуждая жертву отступать прямо в сторону спланированной ловушки. Кажется, что тактика сработала, но львицы не учли главного, что цель может оказывать сопротивление. Даже раненая и шокированная мишень становится слишком опасной, ведь при столкновении такие рога могут оставить смертельную рану. К тому же антилопа сохраняет спокойствие, что, возможно, и спасает ей жизнь. Наконец, охотники понимают, что связались не с той добычей. Даже обладающие значительным численным превосходством, хищники не всегда добиваются своего. Не предпринимая попыток к бегству, орикс не дает повода для атаки. Он знает, что паника и погоня могут сыграть злую шутку, ведь на скорости вывести из равновесия такую цель не так уж сложно. Львы знают, что в опасной ситуации копытная может дотянуться рогами куда угодно,
Поэтому даже привычное нападение сзади может обернуться для хищника трагедией, и никто из прайда не желает идти на риск. На Аравийском полуострове обитает брат-близнец Орикса – белый или аравийский орикс, который приспособился к невероятно сильным колебаниям температуры. Поэтому каждое утро животные прогревают свое тело, несмотря на то, что их мех имеет белую окраску, что в свою очередь спасает от палящего зноя. Чтобы выжить, им приходится постоянно кочевать, выискивая скудные запасы пищи. Перемещаться ориксам помогают широкие копыта. Это необходимый инструмент, чтобы не завязнуть в песчаных дюнах. Стадо находится во власти доминантного самца, но на его пути могут встать самцы-одиночки, которые охраняют обширное владение в ожидании возможности бросить вызов и свергнуть короля. Поэтому длинное оружие может использоваться не только для защиты. Конечно, такие рога пускаются в дело очень аккуратно, но здесь существует не только опасность быть раненым. Сражение под палящим солнцем грозит повышением температуры тела и гигантскими затратами энергии, поэтому бои не затягиваются, и менее подготовленный самец спасается бегством. Здесь нет таких опасных врагов, как большие кошки, но климат становится не менее серьезной проблемой. Запасы воды зачастую черпаются из скудной растительности, а работа почек гарантирует, что ни одна капля воды не будет потрачена впустую. Даже пот становится непозволительной роскошью, и ориксы позволяют своему телу нагреваться свыше 40 градусов. То же самое касается и африканских родственников. При подобном нагреве кровь большинства животных поджарила бы мозг. Однако за счет дыхания мозг этих копытных охлаждается до нужных значений. Тем не менее, в разгар дня от жары не спасает даже отталкивающий свет солнца мех, и задача доминантного самца – завести стадо в тень. Но губительной для этих величественных созданий оказалась вовсе не жара. В прошлом веке любители охоты полностью истребили диких белых ориксов, и лишь программы по восстановлению позволили вновь выпустить подготовленных к выживанию во враждебной среде копытных. Сахарские ориксы также полностью исчезли из дикой природы. Сейчас их планируют вновь вернуть домой, и лишь обыкновенный орикс прочнее других закрепился в своих владениях. И сегодня численность этих животных достигает 300 тысяч особей. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!